Многозадачность в наличии, есть микрофон и динамик, можно отвечать на звонки и разговаривать прямо с часов. На эти часы можно заливать музыку и прослушивать ее не только со встроенного динамика, но и с подключенных беспроводных наушников или с подключенной Bluetooth колонки. Но в то же время подключать нагрудный пульсометр к часам нельзя. Много модов, которые нужно прикручивать на них самому, если хотите расширенные возможности. Странная автономность, которая плавает от прошивки от 2 суток до 4 дней, конечно же без спорта. Не самые лучшие материалы и довольно нежное покрытие экрана. В первой половине обзора я о них расскажу, во второй освещу недостатки, вторая будет больше. Tube 775, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия всегда в описании. А сегодня я расскажу вам об умных часах Amazfit GTS 2. Xiaomi представила второе поколение умных часов Amazfit GTS. Внешне они похожи на предыдущую модель, у них стало больше возможностей, включая локальное хранение музыки, NFC и ответ на входящие звонки без использования смартфона. Притом оплаты в Российской Федерации при помощи той же NFC нет, и я уверен, что если она и появится, то очень не скоро. Дисплей AMOLED 1,65 дюйма, большой, с разрешением 348 на 442 точки. Плотность пикселей 341 ppi, что хорошо и даже лучше, чем у конкурентов. Для примера, у Huawei Watch GT 2 плотность пикселей всего 326 ppi. Экран прикрыт изогнутым закаленным стеклом, устойчивым к царапинам, но это только по заявлению производителей. По факту, по моим наблюдениям и отзывам пользователей, царапается он только в путь. 50 циферблатов, которые похожи друг на друга и есть кастомизируемые, что хорошо, но большинству они не заходят в принципе как и мне. Есть функция Always On Display, алюминиевый корпус, водонепроницаемость до 5 атмосфер, плавать в них конечно же можно, плавание они отслеживают. GPS разумеется есть также отслеживание плавания в открытой воде, свободное место в накопителе на 3 гигабайта для локального хранения до 600 песен. Программу устанавливать на них нельзя, в отличие от Amazfit Nexa, в которых даже поддержка eSIM есть. Обзор на них вы можете посмотреть в правом верхнем углу экрана. И как вы поняли, в эти часы ни eSIM, ни физическую симку не вставить. В часах есть микрофон, который позволяет отвечать на входящие звонки без необходимости доставать телефон, только в отличие от тех же Huawei-евских часов, звонить с них нельзя. Разумеется, есть динамик, плюс есть поддержка голосового помощника Xiaomi, который вам в принципе не нужен. Полное отслеживание физической активности и показателей здоровья. Определение степени насыщения крови кислородом SpO2 не было в предыдущем поколении. Разумеется, измерение пульса, мониторинг сна и 12 спортивных режимов в стоке. И этих спортивных режимов там еще море. Часы способны обнаружить мерцательную аритмию и фибрилляцию предсердий, оповестив владельца об опасности, хотя с этим я лично не сталкивался ни у себя, ни в отзывах в интернете. Но допускаю, что эта функция работает. Аккумулятора емкостью в 246 мАч хватает по обещаниям на 7 суток автономной работы при активном использовании или до 20 дней в экономном режиме. По факту лично у меня они работали до 2 суток без спорта и прослушивания музыки, но со связью с телефоном, с отслеживанием сна и пульса. На ультраминималках до 6 суток, при том, когда они выполняли урезанные функции постсоветской Монтаны. Вот такая вот печаль. Продаются они в 3 цветах, на обзор часы прислал мне представитель Amazfit без технического задания и условий. Упаковка приличная, ничего нового. Зарядка все еще контактными клеммами, за эти деньги могли бы уже что-то серьезнее вешать. Программа все та же ZEP, подключаются часы просто, как и настраиваются. Гонял я их больше 2 недель, обрадовался, что они до минуты считают дневной сон, и это хорошо. Это, наверное, единственный их супер плюс. И пока вы наблюдаете меню часов и телефона, пора мне пройтись по их недостаткам, плюс чуть-чуть по особенностям. Выглядят они по мне довольно дешево, во всяком случае в сравнении с Яблоком или Huawei-евскими часиками. Притом это касается любой версии часов от тех же Huawei, даже Honor Magic Watch 2. Ремешок имеет стандартное крепление и можно купить его в любом магазине. Ширина его 20 мм, ремешок быстросъемный, размеры и вес вы видите сейчас у часов на экране. Перевод ужас, стоять в час, деятельность без исторических данных. Там, где у них должно быть отслеживание стресса, у них отслеживание давления. Представляю, как обычному пользователю сложно их понять без практики и понимания того, что просто может быть неправильный перевод. Они реально надеются, что часы у них считают давление. Вот такая вот нехилая дезинформация русских пользователей. Названия дней недели на циферблатах часто не переведены, шагомер работает не фонтан, датчик SpO2 кислорода странный, чтобы замерить необходимо довольно сильно перетянуть руку ремешком и довольно долго не шевелиться. Перманентного измерения уровня кислорода нет. С другой стороны, я его нигде в принципе не встречал, может быть где-то уже и завезли. Перманентное отслеживание пульса, конечно же,
есть. Умного будильника нет, может быть на кастомах он и есть, но меня интересует только стоковая прошивка. Извращаться с часами лично я не планирую. Нотификации по мне неудобные. Система иногда самостоятельно чистит старые нотификации, что удивительно, учитывая ее память. Автономность 50% заряда в сутки, без звонков, музыки, автоопределения тренировок и вообще тренировок. Единственное, включен Always on Display. Нет календаря, диктофон был бы кстати, но его здесь тоже нет и вряд ли он будет. Значок давления — это отслеживание стресса, и я это еще 2 раза буду вспоминать. Канал без мата и хамства, но я уже начинаю жалеть об этом. С часов звонить нельзя, хотя в тех же Huawei за меньшие деньги это сделали, притом давным-давно. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть на них обзор. Легкие фризы в анимации есть даже через 4 месяца продаж. В наличии кастомизирующие watchfaces, что даже в браслетах никого уже не удивляет. Сторонние приложения, конечно же, не установить. 3 гигабайта свободной памяти под музыку. Amazfit GTS в принципе то же самое, что Huawei GT2, только попроще. И в квадратном дизайне, и глючат они больше. Ну и додумали кнопку относительно первой версии тех же GTS, теперь она меньше цепляется к вашей одежде. Правда, идеальный момент для пиара данного продукта, учитывая его недостатки. Зачем их проговаривать? Лучше про кнопку рассказать. Активации вибро при потере связи между телефоном или часами на данный момент еще нет. Женского календаря пока тоже нет, возможно, я его не могу найти, кстати. Always on Display довольно яркий, но автояркость в нем не работает. Притом на улице работает автояркость у обычного режима экрана довольно хорошо. Яркости лично мне хватает, даже на ярком солнце все видно. У будильника мелодии нет. ДНД режим по-другому, авиарежим, когда вас не будут беспокоить оповещения и уведомления, обязательно нужно настроить, как в любых часах, чтобы ночью не вскакивать. По длине среднего шага, по мне, часы врут в большую сторону. Экран с довольно плохим покрытием, царапины появляются моментально у большинства пользователей. Это не стекло, это мягкий пластик по ощущениям. Чувствительность дисплея на прикосновение пальца ухудшается по краям. В края экрана на границе стекла набивается грязь. Можно, кстати, купить пленку на экран, даже нужно. В устройствах Bluetooth должно быть подключено 2 устройства Amazfit GTS, чтобы все работало отлично и вам приходили звонки. Иногда отваливается разговор. YouTube Vancet, для примера, управлять с них нельзя, хотя управлять музыкой с них в принципе можно. Почти любыми плеерами. Пульс считаю точно. GPS работает не всегда быстро, но в целом по моим тестам корректно. Есть отслеживание беговых лыж и плавания, но повторяю, для тех, кто не в теме, если к часам не подключить нагрудный датчик, они не про спорт, они про фитнес. К этим часам нельзя подключить нагрудный датчик, я это вам еще раз повторяю. Хотя и в лаптях раньше бегали, но за часы тогда такие деньги не платили. Датчики: пульсометр, биотрекер ППГ, Oxygen Beats для измерения SpO2, проще говоря, кислорода, датчик давления воздуха, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик внешней освещенности. Все, что на них навешано. К слову, автоматическое определение активности работает тоже не особо хорошо, опять же лично у меня. Экран AMOLED Super Retina прямо радует. Вообще даже легкие фризы особо сильно не раздражают, когда долго этими часами пользуешься. Индекс активности по мне работает довольно корректно. Очень понравилось оповещение от системы о достижении цели «Вы работали 12 часов стоя». Я даже не знал, что такое бывает. Довольно часто глючит оповещение о необходимости активности. Хожу по дому, работаю за компьютером стоя, а часы предлагают мне встать и пройтись. Издалека часы выглядят очень прилично, хотя на материалах по мне они прям конкретно сэкономили. Активация по повороту запястья отрабатывает как часы. В душе в них находиться можно, но не стоит находиться в них в бане, как и с любым подобным девайсом. На морозе экран, конечно, распознает тапы хуже, но в то же время отрабатывает. Всегда. Сильно расстраивает, что с часов нельзя звонить. Я, конечно, об этом говорю как заведенный, но может быть Amazfit об этом услышат и исправят, хотя вряд ли. Спать в часах удобно. Цена по ссылке в описании к видео в районе $169, и пока супервыгодных распродаж на них не было. Когда будут, обязательно скину предложение в телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии, как и промокоды на распродажу, которая уже идет. Как только выгрузят новые, они сразу там появятся, старые уже расхватали. Резюмирую, если человек держал в своих руках любые хуавеевские часы, даже не премиум сегмента, а хотя бы Honor Magic Watch 2, и рассказывая о GTS 2 не упоминает, что Huawei однозначно по цене и качеству стабильности на голову выше, я бы на вашем месте дошел до гипермаркета, попросил эти часы посмотреть и оценил по материалам и функционалу. Хотите ли вы доверять такому подходу? Я люблю Amazfit, я их фанат. Но по факту, если выбирать умные часы, я бы взял их прошлые версии. GTS, Verge, Nexus, Stratos 2, в зависимости от ваших потребностей и конкретных акций, которые идут на Али, чтобы купить их ультра дешево. В GTS 2 минорные изменения, море глюков, конский ценник, туча хайпа и рекламы, которая довольно быстро заглохла, как только у них появились много реальных пользователей. Ценник поставить ниже, допилить прошивку, и тогда можно будет рассматривать
к покупке. А пока они выезжают только на своем имени и блогерах. Но это мой взгляд на данный девайс. Напишите в комментариях верхний ценник, по которому стоит продавать этот продукт. Обсудим на стриме в воскресенье. Подписывайтесь с лайком и колокольчиком. В воскресенье приходите на стрим. В следующий понедельник, напоминаю, для спонсоров будет розыгрыш умных часов Huawei Watch GT 2. Как всегда в 9 вечера. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, пользы нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.